Здравствуйте, дорогие друзья! За окном у нас непогода, проехал беспилотный автомобиль, и для тех, кто уже постоянно нас смотрит, это привычное место, это Хамовнический вал. По левую руку от нас находится Новодевичий монастырь, и мы с вами в этом сюжете будем продвигаться через центр Москвы, практически в северную ее часть. По правую руку от нашего движения территория Лужников, и предыдущий сюжет у нас был записан там. Мы с вами проходили по Лужнецкой набережной. Для тех, кто его не успел посмотреть, я его прилагаю. В правом верхнем углу есть ссылочка, перейдя по которой вы сможете посмотреть, что происходит на тех территориях. Также по правую руку проходит у нас железнодорожное сообщение и третье транспортное кольцо. Мы с вами уходим налево. Это у нас Лужнецкий проезд. Он у нас фактически проходит параллельно Новодевичьему монастырю. Мы также с вами делали разные зарисовки и вокруг самого монастыря, на территории монастыря. И для тех, кто не успел посмотреть этот сюжет или пропустил его, в правом верхнем углу будет ссылка, которая отправит вас на прогулку вокруг территории этого прекрасного монастыря. Добраться, напомню, что от этого места можно разными путями. Можно уйти по левую руку от нашего движения на набережную Новодевичьего и далее продвинуться в сторону Москва-Сити, уйти на третье транспортное кольцо, либо просто уйти на третье транспортное кольцо и сделать соответствующую петельку, которая приведет нас туда, либо уйти направо. Мы вышли с вами на улицу Десятилетия Октября, которая в принципе выведет нас в разные части города, либо в сторону параллельно Хамовнического вала в сторону Фрунзенской набережной, либо в обратную сторону, в сторону Новодевичьей набережной, которая нас далее точно так же может вывести по короткому пути в ту точку, в которой мы с вами движемся. Но это было бы очень просто. Поворачиваем мы с вами на улицу Усачева, и мне хотелось бы вот в эту погоду сделать такой необычный заезд через центр, через отдельные улочки, которые нас могут провести. Ну и также показать, что во всяком случае проходит между тех основных трасс, которые мы с вами часто показываем. Много разных домов, много разных строений, возводятся новые жилые дома, разных фасадов, разных площадей. И, собственно говоря, в некоторых сюжетах мы с вами делали зарисовки стареньких улочек, старой Москвы, которая по душе многим нашим зрителям. Ну и также вот на подходе у нас современные жилые комплексы. Этому надо будет посвятить отдельную страничку, потому как есть достаточно интересные жилые строения. Потихонечку Москва развивается, на смену старых жилых домов приходят новые. И вот в данном случае как раз есть небольшой такой пример возведенных ранее домов, современных новых офисных зданий. И, собственно говоря, есть на что посмотреть, что сравнить. С правой стороны у нас усадьба Трубецких, и мы делали тоже здесь отдельную зарисовку. Вообще, на самом деле, на канале много разных сюжетов, посвященных и парковым частям, прогулочным зонам, маршрутам, и заезд в разные районы города, разные округа, по разным улицам, разные фестивали, которые проходят в городе, крупные мероприятия и праздники. Поэтому самая удобная ссылка для того, чтобы перейти на все эти сюжеты и посмотреть их, будет в закрепленном комментарии. Мои сюжеты выходят на разных
соцстраничках. Самое удобное — это YouTube-канал, потому как есть те ссылки, о которых я комментирую в правом верхнем углу, они выскакивают, в других социальных сетях этого нет. Поэтому те, кто смотрит на платформах других, я рекомендую перейти на YouTube-страницу и посмотреть более в развернутом виде и подсказки, и конечные заставки, и, собственно говоря, те ссылки, о которых я упоминаю в своих сюжетах, пишу их в комментарии, ну и также на них ссылаюсь. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то переходите на YouTube платформу, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будьте вместе с нами. Вы увидите как минимум несколько сюжетов в неделю, посвященным прогулкам, зарисовкам города, о том, что происходит на улицах Москвы, как они выглядят в любое время года, в любое время суток, что, собственно говоря, и даже вне погоды, вот в данном сюжете мы с вами и делаем. Впереди у нас появилась большая Пироговская улица, с противоположной стороны сквер, по-моему, он называется Девичье поле, Девичьего поля, да. Здесь тоже у нас была прогулка, но я чувствую, что есть ряд изменений, и мы обязательно сюда с вами вернемся. На самом деле, в разное время года позволяет по-разному проводить съемки, и мне, например, по душе больше такое время года, потому что больше можно показать. Деревья скинули свою листву, и, собственно, просматриваются и массивы, и также фасады зданий. Можно посмотреть как-то в глубину, оценить масштабы того или иного места, ну и также вкратце и показать то, что происходит на этих территориях. Поэтому даже несмотря на эту погоду, вот я выбрал именно такую поездку и хотел бы в ней еще ряд моментов заодно показать. И, собственно говоря, об этом много мы говорим, на это много ссылаются зрители, говорят о том, что я показываю в чистое время года, летом, либо в сухое время года, и, конечно же, все чисто. На дворе у нас середина ноября, погода вот именно такая, и у меня есть возможность показать вам за время нашего пути, как запачкаются стекла, сравнить с тем, что вы приводите, говорите о том, что грязь появляется, что улицы плохо убираются. Вот об этом мы с вами обязательно поговорим. За окном у нас появилась счетная палата Российской Федерации. Ее территории выглядит она так. Ну а мы с вами потихонечку подобрались к Садовому кольцу. Впереди поперек это Садовое кольцо у нас проходит. По левую руку у нас Смоленский бульвар, ну а Зубовский, соответственно, на правую сторону уходит. Если мы будем двигаться с вами в левую сторону, в сторону площади Маяковского, а если будем двигаться вправо, то это у нас парк культуры. Ну и пересекли мы с вами Садовое кольцо, вышли уже на Причистенку. Красивая, одна из дорогих улиц с красивыми видами и фасадами. Напомню, что мы делали не так давно тоже прогулку, двигались мы с вами по параллельной улице. С правой стороны это Остоженка, и точно так же выходили на площадь Причистенские ворота. Эта площадь, она у нас будет впереди, то есть условно движемся мы в сторону храма Христа Спасителя. И, конечно же, улицы и фасады, вот благодаря времени года, несмотря на тусклые краски, подсказывают нам о том, какие-то места, насколько они интересные, в какое время года их лучше рассматривать, но поскольку общая картина, общий план того, что происходит в городе и в отсутствие погоды, и в другое время года, вот, дает нам понять, как выглядит Москва, что в ней происходит, насколько она загружена. Движение у нас происходит
в районе 12 часов дня. Немноголюдно, это правда, и не так много автомобилей встречается. Ну, соответствующие условия и соответствующая погода, такие вот прекрасные виды на фасады зданий, окружающих нас. Ну, также можно выбирать отдельный ряд маршрутов, который позволяет быстро и беспрепятственно продвигаться. Здесь точно так же можно уходить на прилегающие улицы, где-то срезать, но тем не менее мне хочется все-таки продвинуться по основным и записать такую вот необычную поездку, на которой хочется обратить внимание ваше на то, что вот эти вот маршруты для прогулок, для вот наблюдений за разными домами, для фотосессий очень интересные. И вот мы с вами приблизились как раз к площади, Причистинские ворота. Памятник Энгельсу у нас с правой стороны, храм Христа Спасителя впереди, с правой стороны проходит у нас Москва-река, и также примерно где-то напротив центра самого храма Патриарший мост, который перебрасывает нас на противоположную сторону Москва-реки. Ну, а по левую руку уходит Гоголевский бульвар, который выводит нас на Бульварное кольцо. Собственно говоря, Бульварное кольцо, оно, с одной стороны, не замкнутое, то есть оно имеет примерно начало где-то в этой части, ну а второй хвост у нее в районе Котельнической набережной. Но если мы выйдем прямо вот относительно нашего движения на набережную Москва-реки, то мы фактически срежем вот этот вот круг, который проходит по Бульварному кольцу. Ну, туда мы с вами не поедем, мы сделали уже много роликов, то есть если мы прямо уйдем, то выйдем на набережную, и по левую руку мы уйдем в сторону Кремлевской набережной, а направо у нас Крымский мост и Фрунзенская набережная. Но мы с вами пойдем на Гоголевский бульвар, направо у нас улица Волхонка, налево у нас проходит Причистенка, по которой мы с вами двигались, ну и также Остоженка. Если мы уйдем направо, то мы выдвинемся в сторону Кремля, мимо музея Пушкина, и попадем в сторону Александровского сада. Но нам с вами туда не нужно, и мы с вами продолжим наш путь по Бульварному кольцу. Напомню, что здесь тоже у нас были разные зарисовки и под музыкальное сопровождение, и с моими комментариями, поэтому одну из таких ссылок я приложу, и в правом верхнем углу вы увидите ее, перейдя по ней, фактически по всему Бульварному кольцу вы пройдете. Также на канале есть и движение с противоположной стороны. Напомню, что фактически по всему Бульварному кольцу у нас проходит зеленый вот такой вот массив. Вы видите часть фонарей. В ночное время суток это все дело подсвечивается. И здесь очень романтические получаются прогулки. Подсвечен у нас сам бульвар, фасады зданий, которые его окружают. Ну и вот так вот соединяются эти бульвары. Направо у нас уходит Знаменка улица, а прямо у нас Новый Арбат, и по левую руку Старый Арбат. Мы его обходим под туннелем и выдвигаемся на Никитинский бульвар. Движемся в сторону центра. В разное время года он по-разному оформляется. Есть и разные мероприятия на тематические праздники, особенно в новогоднее время. В этом году с праздниками
большой вопрос. Точно будут отменены мероприятия в закрытых помещениях. Некоторые уличные мероприятия все-таки проводиться будут. Уже где-то с октября месяца возводится каток на выставке достижений народного хозяйства. Мы постараемся с вами записать. Ну а для тех, кто интересуется, как проходит подобного плана мероприятия, как путешествие в Рождество, например, на канале достаточно сюжетов, которые дадут вам полное понимание и представление того, что происходит. Так, у нас Большая Никитская прошла поперек, с правой стороны здание ТАСС. Ну и мы с вами движемся параллельно Тверскому бульвару в сторону Тверской улицы. Здесь тоже проходят очень интересные мероприятия. Опять же таки, возвращаясь к тем роликам, которые мы с вами сделали, они полностью подскажут вам то, что происходит в то время, когда нет ограничений. Я надеюсь, что некоторые сюжеты мы сделаем с вами в этом году, но рассчитываю, конечно же, уже не на такую иллюминацию, которая была предоставлена властями города в другие праздники. Поэтому надеюсь, что все-таки что-то удастся нам записать. Но тем не менее освещение подобного праздника в любом случае с моей стороны точно будет. Итак, добрались мы до Пушкинского сквера. Он у нас будет с противоположной стороны. Поперек у нас проходит Тверская улица. Направо она выводит в центр города к самому Кремлю. Ну а первая Тверская, Ямская, Белорусский вокзал, ну и далее на Ленинградку уходит по левую руку. И давайте я приложу один из сюжетов, который подскажет вам, что происходит в той части города. Переходите по ссылке и увидите движение в сторону Ленинградки от Белорусского вокзала. Ну и также оставлю некоторые комментарии по поводу тех мероприятий, которые у нас проходят. Как правило, оппозиционные толпы, которые вы видите на разных других блогерских каналах, либо иногда это показывают в телевизоре. Ну, вот обычно одно из излюбленных мест здесь, и с противоположной стороны, ну, не знаю, видно вам или нет, вот размахивает флагом, то есть 2 человека стоит, и, собственно говоря, это все. Сотрудники пары автомобилей стоит. Буквально вчера здесь было чуть больше людей, вот вы видите, прямо около памятника Пушкина. Человек 15, наверное, было, из них где-то человек 5, наверное, блогеров. Как правило, вот оппозиционные каналы или те, кто любит поднимать, ну, условно, шум, пытаются снять массовость, пытаются придать яркие названия к подобного плана сюжетам, ну и рассказать о том, что вышла вся практически Москва. Ну вот вы видели даже в этом сюжете, что количество людей совсем малое, но тем не менее будут однозначно ролики, что люди вышли, москвичи вышли и так далее. Ну, прошу обратить внимание, повнимательнее посмотреть, кто выходит. Ну, собственно говоря, я это не снимаю. В 2-3 словах оставил комментарий, потому как были такие вопросы. Мне, наверное, жителю города чуть виднее и понятнее, что происходит на таких мероприятиях, кто их посещает и чем это все дело заканчивается. В городе подобного плана несанкционированные митинги запрещены, поэтому, собственно говоря, там делать нечего. Итак, Страстной бульвар, и вот вы видите иллюминация, о которой я говорил чуть раньше. Вот так вот она выглядит, она подсвечивается. Видимо, здесь в тестовом режиме проводятся какие-то работы. И, собственно говоря, когда листва, все это дело очень красиво подсвечивается и здорово добавляет какой-то уют в прогулках. Петровский бульвар уходит прямо, ну а мы с вами будем поворачивать на Петровку.
Именитая улица, часто вы ее видите, часто ее показывают по телевизору. И вот с правой стороны как раз то самое здание, это Главное управление МВД. В центре стоит памятник Дзержинскому и вот привычные уже для вас виды. Парк Екатерининской больницы у нас напротив. Ну и далее сад Эрмитаж. Далее улица Петровка переходит в каретный ряд и выводит на сторону Садово-каретной улицы, либо Садовому кольцу. Напомню, вот примерно ориентир отсюда это вот шпиль, бизнес-здания. Напомню, что в эту точку мы могли бы с вами добраться гораздо быстрее, например, по Садовому кольцу, но в связи с тем, что у нас много записанных сюжетов, в том числе и витки и в ночное время суток по Садовому кольцу, и днем, и в одну сторону, и в другую сторону, в общем, много сюжетов, поэтому я решил показать другие сообщения, другие пути, которые позволяют также передвигаться. Ну и отвечая на ваш вопрос, почему я быстро передвигаюсь и перемещаюсь, вот обратите внимание, насколько плотно поток идет по Садовому кольцу, и, собственно говоря, мне ничего не мешает проехать, ну, как вы уже заметили, практически в режиме онлайн мы передвигались с вами через центр, и, собственно говоря, почему бы и не воспользоваться этими путями, ну, заодно дать подышать, собственно говоря, городу, ну и также гостям столицы, перемещаясь по улицам, которые менее загружены. Итак, Краснопролетарская улица, жилые массивы и комплексы, очень интересные. Здесь прекрасная прогулочная зона вокруг них. Вот так вот выглядят современные, ну, можно сказать, элитные комплексы. Но на эту тему мы сделаем отдельные сюжеты, погуляем с вами, посмотрим, сравним с тем, что было и то, что есть. Ну, а тем не менее, есть возможность посмотреть, что происходит здесь, обратить внимание на чистоту. Несмотря на то, что поливает дождь, листвы мало, листва убирается. Ну, как правило, дворники ждут, когда деревья сбросят ее, ну и потом начинают плотно заниматься. Листву вывозят, ее собирают, то есть разными путями. И есть такие воздуходувки, все сгребается в кучу, пакуется в пакеты и вывозится на специальных контейнерах. Далее мы движемся с вами в сторону Селезневской улицы. Тут тоже есть несколько путей. Мы с вами будем уходить налево, в сторону Новослободской улицы. Ну и заодно вот посмотрим на узкие улочки. Вот так вот они выглядят. Благодаря вот платной парковке и порядку, собственно говоря, по ним проехать можно. Если бы здесь территории не были бы платные, здесь бы автомобили простаивали в два ряда, нарушая правила дорожного движения, и, собственно говоря, проезда бы не было никакого. Подъехали мы как раз к Селезневской улице, и обратите внимание, несмотря на то, что идет дождь, несмотря на то, что мы практически через весь центр проехали, ну, я не воспользовался ни разу омывателем стекла, то есть да, поливает дождь, работают щетки, но тем не менее я хочу обратить ваше внимание и на то, что происходит за рамками, где ходят щетки. Обратите внимание, что стекла также чистые. Это говорит о том, что службы городские очень тщательно следят за дорожным подкрытием, за уборкой, с специальными моющими средствами обрабатывают ее, работы ведутся и в ночное время суток, и, собственно говоря, отсутствие вот этой грязи, которую мы сбиваем обычно омывателем, вот, ну, собственно говоря, ее меньше, да, и вот специально мы проделаем еще путь, я еще к этому вопросу возвращусь. И мы посмотрим на это все дело со стороны. Направо Сущевская улица, ну а прямо, мы, собственно говоря, можем и по Сущевской проехать, ну а прямо у нас улица Новослободская. По левую руку, как я уже говорил, Садовое кольцо.
Ну а мы с вами будем уходить направо, в сторону Савеловской эстакады, в сторону третьего транспортного кольца. И вот такие, собственно говоря, улицы. Машины идут, обратите внимание, много луж, да, то есть дождик поливает интенсивный, но тем не менее, обратите внимание, нету такой вот грязи, к которой обычно привыкают автомобилисты. Были у меня комментаторы отдельные, которые рассказывают об этом. Ну, вот ноябрь месяц, впереди автомобили, специально еду вот сбоку, жду, когда запачкается стекло. И, собственно говоря, покажу вам боковые свои стекла, ну и также те места, где щетки не проходят, чтобы у вас было полное представление и понимание того, что происходит. Все это благодаря службам городским, которые тщательнейшим образом убираются. Много можно говорить, но также можно к этим словам привязать и факты. Факты подтверждают и улицы, и отсутствие листвы, и чистота фасадов, навигационных систем, светофорных, пешеходной зоны, разметка. Вот несмотря на эту непогоду, все это чтимо, просматриваемо и, собственно говоря, не так грязно, как об этом говорят. Автомобиль, как я уже говорил, это не показатель, хотя во многом он перемещается по городу, но тем не менее вот окна уж явно помогут нам в этом разобраться. С правой стороны вы видите автомобиль, который ездит по улицам и делает фотографии тех автомобилей, владельцы которых нарушают правила дорожного движения. Все это дело потом приходит в неком письме счастья в почтовый адрес, и приходится за это дело заплатить. Вот такие специальные автомобили, помеченные вот такой маркировкой, ходят по определенным маршрутам через определенное время и фиксируют те автомобили, которые находятся на стоянках. Также те, кто не заплатили за свою парковку, но тем не менее пользовались, будут оштрафованы. Поэтому не нарушайте, не надейтесь на то, что вас это не коснется. Такие машины, как правило, даже засекают некоторое время, стоят и через прям четкое время по тому же самому маршруту курируют. Так, значит, у нас с вами Новослободская улица, которая выводит нас на Савеловскую эстакаду, она у нас будет впереди. Значит, Савеловская эстакада — это то же самое третье транспортное кольцо. Если бы мы с вами воспользовались, то вышли бы примерно здесь. Здесь есть тоже разные съезды. И вот обратите внимание на стекло, где щетки не ходят. Посмотрите, в каком оно состоянии. Оно не грязное. Вот, вы сами понимаете, что я туда не выходил, тряпкой там не тер. Вот специально, вот как оно было, так оно и осталось. Даже вот они, боковые стекла. В начале ролика я специально навел камеру, чтобы вы увидели не только дождливую погоду, но и состояние окон. И вот, собственно говоря, пройдя через весь центр, вот посмотрите, в каком оно состоянии. Что на это может влиять? Конечно, чистота дорог. Благодаря чему оно появляется? Благодаря тому, что за этими дорогами тщательнейшим образом следят. И вот всему пример. Да, я двигался в потоке, вот я специально это делаю, перемещаясь на определенной скорости, разрешенной скорости за потоком автомобилей, да, вот, пытаясь доказать еще раз и показать это на конкретных фактах. Вот, пожалуйста, показываю, рассказываю и говорю. Вот мелькает та самая синяя ленточка лобового окна, благодаря которой у нас появляются разные сюжеты с разным контрастом, но стараюсь не поднимать высоко камеру, чтобы город был в естественных тонах и красках. Иногда это бывает, поэтому прошу простить, сам снимаю, сам озвучиваю, сам комментирую, сам рулю, поэтому бывают некоторые накладки, прошу не заострять на это внимание. И у нас с вами Бутырская улица. Вот еще раз обратите внимание на дорогу. То есть проехали мы с вами много.
Впереди идет вот грузовик, от которого должен лететь всякий смрад в отсутствие погоды, но этого не происходит. Вот, принудительно не обгоняю его, пытаюсь это дело показать, рассказать, описать, вот, то есть ответить, вернее, на те комментарии, которые вот поступали даже в одних из последних сюжетах, где мне говорили, ну, выпадет снежок, ты там поездить, там все залепит и так далее. Да, снежок залепит, есть такое. Да, будет грязь, но поверьте мне, что в середине ноября добиваться вот такой частоты в таком мегаполисе, где как минимум находится 15 миллионов человек и в день проходит огромное количество тяжелых машин, ну и также машин, которые приходят, транзитные, грузовые. Вот, собственно говоря, вот в таком состоянии у нас находятся не то что пешеходные части, где плитка, о которой вы часто рассказываете и говорите, что это плохо, но также вот и дорожное покрытие, которое находится на самом деле без дыр. То есть ранее и с дырами это было плохо, сейчас и без дыр это хорошо. Вот, точнее, а у некоторых это плохо. Ну и также по чистоте и по всем остальным вопросам. Поэтому я стараюсь показывать то, что есть, не наигранно, вот, и, собственно говоря, практически в режиме онлайн. Обратите внимание, с правой стороны обновленные фасады домов. Вот, с левой стороны у нас новостройки почти в 60 этажей, ну и так далее. На этой прекрасной минуте позвольте закончить свой очередной сюжет, очередную прогулку. Я был рад всем, кто досмотрел ее. Отдельное спасибо тем, кто комментирует и постоянно поддерживает меня. Я не прощаюсь с вами, говорю лишь вам, ну а пока-пока, и жду вас в следующих сюжетах.